Всем привет! С вами Семьер. И это видео 5 лайфхаков или как догнать руль на геймпаде в RDS The Official Drift Video Game. А сейчас я вам покажу проезд, где я использовал геймпад. Выберем тоги и заезд с рулем. Задача быть как можно ближе к лидеру. Погнали! Узнали себя в этом заезде? Если нет, то идем дальше. Вы молодец. А для тех, кто ездит примерно так же, слушайте внимательно. Снова выберем тоги, и задача будет та же – догнать лидера, а по возможности не отставать. Только на этот раз включим помощник руления. Вот это эффект! И так на протяжении всей трассы. Всего лишь один из лайфхаков, а такой результат. Как вы уже могли догадаться, это всего лишь настройка девайса. Идем дальше. Машина. А точнее ее настройка по тюнингу. Настройте также и напишите в комментариях, помогли вам эти настройки или нет. Да, машина по скорости теперь не уступает, и догнать руль уже можно. Но как догнать, если все настроено, а руль уезжает? А вот тут мы с вами переходим к лайфхакам для продвинутых. Третий лайфхак. Знание трассы. Выучите трассу от и до. Неважно, какие у вас настройки и руки, без изучения трассы вы не догоните ни одного пилота, который трассу эту знает. Если, конечно, вы не Теслик или Гарик. Что значит знать трассу? Это означает, что вы должны знать, с какой скоростью вы можете ехать во многих участках трассы или ключевых местах, о них поговорим позже. Знание поворотов – это логично. Знание перекладок. Как делать перекладки? Старт и финиш, если идет тандем баттл. Четвертый лайфхак – делать все на опережение, то есть стартовать раньше, открывать газ, перекладываться, ставиться раньше, тормозить позже и не так интенсивно. И наконец-то пятый лайфхак. Срезать траекторию, где это возможно. Да, резать траекторию в CS запрещается, но никто не говорил вам не ехать в базе лидера. То есть, когда лидер едет по внешней траектории, вы, соответственно, внутри поворота ближе к апексу. Таким образом, вы проходите поворот по меньшему радиусу, что и есть срезание траектории, и при этом не будет считаться за ошибку. И нужно на паде ехать по траектории лидера. У вас своя задача – не отстать и быть близко, с таким же углом. Самое главное – не переборщить. А на этом у меня все. Если вам понравилось видео, отблагодарите меня лайком или дизлайком. Так я пойму, скольким из вас я помог данным видео. И в конце сделаю голосование о том, какую из лайфхаков вы хотите раскрыть более подробно.
А для вас старался Семьер. Всем пока.